Здравствуйте, коллекционеры! Вы на моем канале «Банкноты и монеты». Это канал про коллекционирование, инвестирование в банкноты и монеты. Больше, конечно, про коллекционирование банкнот. В этом видео я хотел бы поговорить о том, с чего начать. В принципе, если вы никогда с этим не сталкивались, но вас вот интересует сама эта тема, вот с чего начать, какие ресурсы использовать, и в дальнейшем, возможно, можно будет записать видео, где подробно разобрать каждый ресурс, каждый сайт или возможность и так далее, и так далее. Первое, с чего хотелось бы начать, если вы все-таки решили заняться коллекционированием, то любую вещь, которую вы хотите купить, любую банкноту или монету, вы должны о ней узнать и собрать всю информацию. Сразу хочу вас предостеречь, не покупать наборы. В интернете есть много уже готовых наборов для начинающего бониста. Там, например, за $20 50-100 банкнот или 10 банкнот. Я все-таки советовал бы вам собирать информацию перед тем, как что-либо покупать. Ведь вы покупаете для того, чтобы эта вещь у вас была в коллекции, а уже потом подорожает она, не подорожает, продавать ее, не продавать. И мы об этом в последующих видео поговорим. Но сейчас мы начинаем с того, что мы покупаем ту или иную вещь для себя в коллекцию. Мы хотим периодически рассматривать ее, любоваться ею, получать эстетическое удовольствие. Ведь согласитесь, сейчас в мире такое происходит, что уже вообще просто мало осталось чего-либо для удовольствия, скажем так. Я имею в виду в первую очередь эстетическое. Ведь куда поехать, путешествовать, наслаждаться архитектурой и так далее. Но я полагаю, что все-таки это достаточно затратное дело, а в некоторых случаях и, в общем, невозможно выехать и передвигаться. Поэтому давайте будем относиться к этому достаточно серьезно. И если мы решим что-то покупать, если вы решите покупать какую-то банкноту, делайте это достаточно выверенно, собрав о ней всю информацию. Придумайте для себя какое-то направление, например, страна или номинал, или какое-то событие, либо вообще, в принципе, банкноты, выпущенные, событийные, так называемые commemorative, то есть памятные под какие-то события. Определитесь сначала с каким-то направлением и интересом. Не собирайте просто ради того, чтобы собрать, потому что, я скажу вам, через какое-то время, ведь это все связано в первую очередь с деньгами, с вашим капиталом. И когда вы начнете собирать, вы увидите, что денег много не бывает. Люди с чем становятся богаче, тем просто они покупают более дорогие вещи, и все равно денег на все не хватит. Поэтому вы можете столкнуться с тем, что у вас ограниченный капитал, и, в общем-то, вроде как вот и уже и закончили коллекционировать. Поэтому не делайте импульсивные покупки, спокойные покупки, выверенные, узнайте все. Вам вещь должна понравиться. Я рекомендую, я сам, скажем так, коллекционер, который развивается до сих пор, и вам рекомендую находиться постоянно в поиске информации. Ведь рынок и весь мир коллекционирования, он принадлежит людям, которые владеют информацией. Нет единого какого-то источника знаний, где вот зашел, все узнал, все понял, и как бы и ты на коне. Находитесь в постоянном поиске информации о том или иной вещи, которая конкретно вас интересует. И именно тогда вы сможете найти эти гемы, то есть найти ту вещь, которая нравится вам в первую очередь, она вам по карману, и вы ее можете приобрести за относительные копейки. Итак, начнем. С чего же, в принципе, начать? Во всех странах, я теперь вам скажу уже, что почти во всех,
Это касается не только стран бывшего СССР. Есть так называемые барахолки, блошиные рынки. В Европе они есть, во многих странах. Походите, посмотрите, что продают на лотках, какие монеты. Сейчас у каждого есть телефон. Сфотографируйте. Есть программы, которые моментально идентифицируют ту или иную монету, банкноту. Если вам это интересно, пишите в комментариях, я буду записывать обзоры. То есть вы сможете сразу на месте определить, какая-то монета или банкнота, ну и примерно определить ее стоимость. Понятно, что стоимость определяет рынок. И никто вам не скажет, сколько она стоит. Только примерно. Она стоит $1, $10, $50 или $150, или вообще такой монеты нет в продаже. И, возможно, вы нашли тот самый гем.